Хочешь, чтобы Рональдо смотрел на Месси агрессивно? Бум, шакалака, держи, да еще и на футбольном поле. А хочешь, чтобы Криштиано Рональдо в руках держал мешок с деньгами? Бум, шакалака, и это тоже возможно. А хочешь, чтобы этот герой спасал свою любимую красавицу от множества злых фанатов? И да, это тоже возможно. А представим, что у тебя есть бренд духов, и тебе нужна креативная реализация твоего товара для социальных сетей. Бум, шакалака, и это тоже возможно. А допустим, ты так же, как я, делаешь видеоролики для YouTube, и у тебя очень скучное лицо, и ты не любишь снимать себя на камеру. Но тебе нужны превьюшки с твоим лицом, и это тоже не проблема. Всего лишь за пару секунд, бум, шакалака, вот тебе одно превью, вот тебе второе превью. А по итогу, закинув все результаты, можно получить готовое превью в Canva. И в сегодняшнем видео я тебе покажу простое решение, как ты можешь, используя себя или других личностей, предметы, все что угодно, объединять в одном изображении. И это все бесплатно. Я тебе покажу решение, которое я придумал в рамках одной нейросети, немного пошаманил и получил очень крутое приложение, которое, кстати, можно доработать и продавать на рынке. Или же можно использовать для того, чтобы зарабатывать деньги в интернете. А также можно использовать и для своих личных целей, как это делаю я, допустим, в этом видео. Речь сегодня пойдет о приложении, которое мне удалось разработать в сервисе AI Studio Google. Здесь есть возможность разрабатывать приложения, используя нейросети Google, то есть можно создавать различные приложения, которые будут работать с текстом, с изображениями, с аудио, с видео. И в рамках этого всего у тебя бывают минимальные лимиты, нежели если ты будешь использовать, к примеру, официальные Gemini или же другие приложения от Google. И вот здесь я проводил определенную работу, то есть можем сделать full нашего экрана. Сюда я добавил себя и добавил простой промпт. То есть я могу сюда все что угодно добавлять. То есть это canvas, то есть рабочее пространство. Здесь разрешение 9:16, и я здесь добавляю желаемый промпт. Промпт я создаю с помощью чата GPT, и по итогу я получаю вот такое вот изображение. Давай мы с тобой прям в реальном времени сгенерируем то, что у меня есть. Нажму на создать, буквально пару секунд, и изображение будет готово, и ты здесь не ограничиваешься количеством попыток, то есть ты можешь каждый раз добавлять новый промпт, пробовать различные сцены и получать такие вот результаты. Если результат не нравится, просто пересоздаешь. И я до сих пор, сколько тестировал, не получал какие-либо ограничения или же не получал какие-либо лимиты со стороны Google. Вот смотри, еще раз одно изображение он мне создал. А возможно, у тебя возникает сейчас вопрос: Ильнур, зачем все это? Почему ты не используешь сам Nano Banana, встроенный в AI Studio Google? Я отвечу просто. К примеру, я там не могу добавлять изображения в таком формате, то есть в Canvas. Я не могу их крутить, я не могу здесь добавлять определенный текст. А здесь я не ограничен своими действиями. То есть я здесь промпт разработал таким образом, что я могу создавать изображения в разных форматах, и я могу на изображении расставлять все что угодно. Вот, допустим, мы с тобой сейчас в реальном времени давай создадим превью для YouTube. Я выбираю формат 9:16. Если этот формат мне не нравится, я здесь могу задать свой формат изображения. Ну, давай выберем этот формат изображения 9:16, сделаем full screen, и я сюда могу добавить картинку. То есть я сейчас добавлю две картинки. Первая картинка у меня будет президент России. Дальше я добавляю вторую картинку. Это у меня будет президент Соединенных Штатов. Я здесь могу вот так вот уменьшать изображение. То есть смотри, я здесь добавляю изображения, взятые из интернета. То есть если я сейчас эти изображения добавлю в чат GPT и попрошу создать мне превью, чат GPT будет возникать. И любые другие нейросети, они также будут возникать, потому что здесь используются президенты стран, поэтому это запрещено. И вообще чат GPT не дает нам возможность полноценно создавать изображения, используя каких-то публичных личностей, а для превьюшек, для того, чтобы создавать крутые визуалы, иногда это нужно. И, соответственно, мы не можем пользоваться нейросетями для того, чтобы сэкономить время. А здесь это реализуется очень просто. Я могу, допустим, сюда добавить текст. К примеру, если я здесь хочу какой-то эффект, допустим, солнца, я могу здесь написать sun. Я, допустим, здесь могу написать самолет на английском языке, здесь будет самолет. То есть все, что угодно я могу здесь реализовать. Но я сейчас
перейду в чат GPT, попрошу чата GPT создать мне промпт, и этот промпт я сюда укажу. Или же можно просто промпт сюда указать, но я обычно указываю в сам Canvas. Голосовым вводом в чат GPT я отправляю свою идею, свою мысль, то, что хочу в итоге получить. Далее я ему отправляю свою мысль, и он мне придумывает описание моего изображения, то есть сценарий. И также этот сценарий должен быть на английском языке для того, чтобы получать наилучший результат. Дальше мы возвращаемся в наш инструмент и добавляем сюда. И, кстати, в конце видео я покажу, как ты можешь этот инструмент с этим исходным кодом использовать на своем Gmail аккаунте совершенно бесплатно. Нажимаем на плюсик. У нас здесь появляется возможность добавления текста. Далее мы текст можем растянуть. Конечно, здесь я немного не доработал этот инструмент. Когда мы большой текст добавляем, он иногда может косячить, но ничего страшного, это особо время не отнимает. Процесс увлекательный. И вот так можно текст уменьшить или вот так растянуть, чтобы он полностью был виден. Или же можно текст добавить в промпт. То есть, допустим, я сейчас могу в промпт тоже что-то добавить, стиль YouTube и так далее. Нажимаю на «Сгенерировать», и сейчас у меня будет генерироваться изображение. Посмотрим, справится ли с этим это приложение, с нейросетью, с которой она взаимодействует. И вот смотри, если бы я в чате GPT попробовал сгенерировать это изображение, скорее всего, я бы получил ошибку. Ошибку того, что чат GPT не может использовать публичные личности. А здесь всего лишь за пару секунд, смотри, это нереально крутой результат. То есть можно скачать, я здесь придумал возможность увеличить изображение, возможность скачать изображение, то есть просто скачиваем изображение, и оно уже у нас на нашем устройстве. То есть мы можем перейти, открыть наше изображение и посмотреть, что у нас здесь есть. Смотрите, лицо президентов, то есть насколько они друг на друга агрессивно смотрят, даже есть часы на руках, и на фоне у нас, видимо, это Белый дом или что-то еще, я не знаю. Но если это использовать для обложки на YouTube, просто кликабельность будет зашкаливать. То есть еще добавить какой-нибудь текст, допустим, сюда. Да даже текст не нужно добавлять, просто можно использовать. YouTube сейчас разрешает в своих функциях тестировать обложки, плюс еще он разрешает тестировать названия. То есть мы можем каждой обложке придумать название, и, соответственно, 3 обложки мы можем создать для того, чтобы протестировать, какие обложки работают, и продвигать наши YouTube-каналы. А если у вас нету YouTube-канала, я настоятельно рекомендую прямо сейчас начинать создавать YouTube-канал и вести его, потому что у нас есть нынче инструменты, которые позволяют озвучивать любой текст. Этот же текст можно создать нейросетью, то есть привести в профессиональный сценарий, далее озвучить, к примеру, Eleven Labs или какими-то ботами, которые есть в Telegram. Также можно создавать превьюшки, вот как я вам показываю сейчас, потому что этот инструмент я вам бесплатно отдам. Я не хочу за это ничего получать, мне будет достаточно всего лишь, чтобы вы поставили лайк. Если это видео наберет 500 лайков, в следующем видео я спалю еще другой инструмент, который позволяет зарабатывать деньги. И смотри, мы здесь упомянули заработок денег. Создавая такие превьюшки, можно зарабатывать от 1000 рублей, в зависимости от визуала, который ты создаешь. И не нужно заказчикам говорить, что ты создаешь это, используя нейросеть, там, палить свою контору. Нет, здесь ты уже творческий человек, и это творчество ты монетизируешь. То есть ты придумываешь сценарии под запросы заказчика, ты это все визуализируешь и по итогу получаешь вот такое вот крутое изображение. Остается просто сюда добавить текст, либо что-то, что будет вызывать кликабельность, то есть триггерить людей, и со временем у тебя будет нарабатываться твое портфолио, твой личный вкус, и ты будешь нарабатывать клиентскую базу и зарабатывать деньги. Если не знаешь, где получать клиентов, все очень просто. Можешь перейти в биржу фриланса Quark. Здесь вот я заработал за весь период работы с Quark 1 миллион рублей. Могу обновить страничку, что это не код элемента, но я больше чем уже год не работаю в Quark. Я здесь уже как заказчик, то есть работаю только со фрилансерами в своих личных целях. И здесь в Quark можно перейти в поиске, написать превью и посмотреть, за сколько делают превьюшки здесь исполнители. То есть мы можем увидеть, Александр делает за 500 рублей, допустим, Мухаммед сделает за 1000 рублей. И смотри, превьюшки, простой текст этих всех личностей можно добавить в наш Canvas, как мы сделали с президентами.
и дальше попросить сгенерировать вот такое вот изображение. Также можно взять это изображение, к примеру, как референс, отправить чату GPT. Чат GPT возьмет все эффекты, все, что есть на этом изображении, весь стиль скопирует и создаст промпт. И по этому промпту можно создать изображение. Смотри, здесь 500 рублей, 500 рублей, 1000 рублей. Ну, конечно, за 500 рублей я тебе не рекомендую делать. Ты можешь схитрить, так как ты это не вручную делаешь, а используя нейросети, ты можешь давать 3 изображения по цене одного. И тогда ты переиграешь здесь рынок. Потому что все создают одно изображение, а ты здесь можешь написать 3 качественных превью для YouTube. И уже ты можешь забрать, к примеру, описание этого дизайнера, то есть 3 качественных превью для YouTube, добавить здесь свои превьюшки, которые ты создал как референс, и тем самым ты еще наработаешь руку, ты поймешь, как здесь создаются превьюшки. Смотри, здесь также дополнительно предлагают делать за 200 рублей одну правку, то есть если я буду 5 правок делать, то должен заплатить еще дополнительно 1000 рублей, хотя правки должны, я думаю, делать дизайнеры, раз они взяли это в работу. И смотри, здесь у нас также мы можем спуститься вниз и посмотреть, что заказывают. То есть вот нет отзыва, 4 дня назад был заказ, 6 дней назад был заказ, месяц назад был заказ. Это всего лишь с одной карточки, а в Quark ты можешь создавать несколько карточек. То есть ты одну карточку взял у этого дизайнера, скопировал логику, взял отсюда описание, не стырил полностью, отправил чату GPT, чат GPT тебе придумал уникальное для того, чтобы Quark пропустил, потому что идентичное содержание он не будет пропускать. Дальше ты переходишь к следующему, то есть ты делаешь минимальный анализ. Почему по поисковому запросу превью я еще не писал здесь превью для YouTube или YouTube превью, и написав превью, смотри, я здесь получил выдачу, значит в выдаче эти авторы не только потому, что у них есть здесь отзывы, есть здесь выполненные работы, но также они здесь используют в названии это слово. То есть ты можешь забрать эти названия, создать подобные карточки, и тогда Quark тебя также будет в этой ленте ранжировать, потому что Quark будет тебя тоже продвигать. И так далее. Дальше смотришь и создаешь здесь карточки, также переходишь к следующим фриланс-биржам, которые есть, для того, чтобы увеличить шанс получения заказов. Плюс ты можешь вступать в различные телеграм-биржи, телеграм-группы, тусоваться там, где тусуются ютуберы, которым нужны превьюшки. И если ты будешь делать такие превьюшки, они будут тебе возвращаться. Давай мы с тобой вернемся обратно и создадим еще одно изображение, потестируем наш инструмент. И, кстати, не пугайся, что текст пропадает. Текст на самом деле не пропадает, он просто отправляется в промпт. Промпт я сделал таким образом, чтобы текст, который мы здесь добавляли, включался в результат, который мы хотим получить, потому что я придумал так, что я могу, допустим, здесь написать sunset или написать какой-то эффект, и этот эффект будет применяться к картинке. То есть можешь протестировать, и смотри, мы еще раз с тобой получили практически одинаковое изображение, но здесь у нас часы не полностью видны, то есть можно все что угодно придумать. Давай мы поменяем наш промпт и попробуем что-нибудь еще сгенерировать. Вот еще одну интересную идею я придумал. Давай отправим на реализацию чату GPT, для того, чтобы чат GPT нам придумал описание нашего сценария. Здесь, конечно, я много чего создавал, работал над своим превью, и, соответственно, чат GPT уже понимает, что мне нужно. Можно дать чату GPT роль создания крутых описаний для YouTube превью, или же просто ему можно дать как референс несколько превьюшек для того, чтобы он их проанализировал и уже в этом формате выдавал сценарий. Дальше мы переходим сюда, меняем текст на текст, который мы получили, и нажимаем здесь на «Сгенерировать». Здесь можно картинки удалять, добавлять что-то еще, то есть в неограниченном количестве. Как видишь, не нужно добавлять картинки в формате PNG, то есть с прозрачным фоном. Вот смотри, то есть моя идея, она реализуема. Это нечто, это нечто. Я прям кайфую от того, что делаю. То есть смотри, насколько качественный здесь свет, насколько личности, они в превьюшке видны. То есть у нас затемнение на фоне, то есть мы прям видим, кто с кем готовится бороться. Конечно, здесь, по-моему, есть определенная погрешность в руках, но можно перегенерировать, создать по новой. Конечно, на это тоже нужно обращать внимание, чтобы все было идеально. И в промпте нужно это расписывать. Можно сделать так, допустим, чтобы они делали друг другу приемы.
Вот там один за ногу взял, другой за, допустим, воротник и так далее. Вот здесь тоже есть определенная погрешность. Но погрешности бывает редко, поверь мне, потому что при контактах, наверное, возможно, какие-то погрешности будут, но этот инструмент позволяет нам создавать превью, используя публичные личности. То есть, к примеру, если у тебя YouTube-канал на тему, где ты делаешь новости, то 100% этот инструмент тебе поможет. Если у тебя YouTube-канал на тему про жизнь различных звезд, это тоже тебе поможет. Если у тебя YouTube-канал на тему исторические факты, ты тоже можешь здесь создавать и реализовывать свои идеи. То есть ты не ограничиваешься здесь практически ничем. Если у тебя есть, к примеру, какой-то продукт, какой-то товар, ты можешь выбрать один к одному разрешение и здесь создавать изображение. Если, к примеру, тебе нужна обложка для Reels, для ТикТока или просто что-то хочешь реализовать, то ты можешь это использовать. То есть ты здесь ничем не ограничен. Ты также можешь этот инструмент доработать. Он также у тебя будет открыт в студии AI Studio Google, и ты можешь просто добавлять промпт. И, к примеру, допустим, здесь я не реализовал слои. Ты можешь здесь справа создать слои и перетягивать. К примеру, ты на фоне хочешь добавить свою какую-то картинку. Допустим, после ты хочешь добавить два персонажа, потом их менять местами, да, или же персонаж что-то держал. Это тоже здесь реализуемо. То есть смотри, мы можем сделать так. Тоже крутое изображение можем создать. Давай это с тобой сейчас тоже реализую. Вот, к примеру, я выбрал два изображения. Изображение денег и, соответственно, президент США Дональд Трамп. Я вот так вот размещу. Вот о чем я имею в виду. Если хочу Трампа разместить вперед, мне нужно удалить и заново загрузить. Но если здесь ты реализуешь слои, ты можешь просто перетягивать местами, и у тебя здесь будет, допустим, изображение, которое находится на заднем фоне, перетягиваться вперед. Вот тебе, кстати, пища на размышление. Ты можешь все что угодно здесь сделать, и не бойся что-то повредить, потому что у тебя будет ссылочка, которую ты можешь еще раз открыть, и у тебя появится заново моя разработка, которую я здесь реализовал. И давай мы здесь придумаем промпт. Вот я вновь своими фантазиями придумал идею для реализации этой сцены. Посмотрим, что нам выдаст чат GPT. Копируем наш промпт, и в этот раз мы перейдем, добавим сюда уже. Добавим сюда, нажимаем «Сгенерировать» и посмотрим, что у нас получилось. Как раз если занимаешься каким-то YouTube-каналом, где ты рассказываешь про историю президентов и так далее, это будет просто супер. Смотри, такое, чтобы нарисовал дизайнер, это, наверное, стоит очень-очень дорого. Видимо, было мне дано до этого додуматься, чтобы я вам это все бесплатно транслировал и предоставил, и вы использовали. Насколько это круто! То есть, чтобы все это реализовать, мне кажется, нужно было потратить пару часов. Да окей, даже если использовать какие-то нейросети, все равно все это в одном кадре реализовать, это, ну, это сумасшествие просто. А здесь все круто, смотри, какой он жадный. То есть я это отобразил в идее своей, то есть у него везде деньги. Давай еще раз попробуем. Я скачаю, конечно же, это изображение, а также я здесь тоже скачаю, потому что, ну, буду показывать, использовать как референсы, может когда-то что-то еще придумаю интересное. И по результату я получил еще одно изображение, то есть здесь уже немного другой кадр получается, денег больше. Конечно, можно было сделать таким образом, чтобы он сидел за столом и сзади какие-то происшествия происходили. Кстати, иногда здесь бывает ошибка. Вот именно ошибка появлялась, когда я использовал слова такие как военные действия. В этом случае появлялось. Я немного заменил промпт, и у меня все получилось. Давай еще раз попробуем с этим же промптом, который я заменил. И вот я получил итоговый результат. То есть мы видим, результат уже другой. Здесь совершенно другой кадр. Кстати, этот результат больше всех мне нравится, потому что здесь четко виден человек, который на кадре, то есть президент, и здесь у нас вот такие вот действия происходят. Теперь давай я тебе покажу, как ты можешь это все установить у себя. Все очень просто. Для этого тебе достаточно перейти в мой телеграм-канал. Здесь будет публикация. Она выйдет после того, как я опубликую это видео. И в этой публикации будет ссылочка. Ты эту ссылочку скопируешь. Я вот сейчас ее скопирую здесь. И добавишь в браузере, где у тебя есть Gmail аккаунт. Вот я добавил эту ссылочку.
Сейчас открывается iStudio Google. Возможно, здесь, если ты первый раз авторизуешься, то нужно будет что-то подтвердить. Нажимаем Continue to the app, нажимаем Got it. И вот смотри, только здесь белый фон. Давай мы вернемся в настройки, чтобы тема была темная. И дальше вновь перейдем по этой ссылочке. То есть сохрани эту ссылочку себе, и проект будет всегда доступен. Если хочешь, чтобы проект у тебя остался, ты можешь здесь что-то написать, что-то доработать, и в этом случае у тебя все будет работать идеально. Кстати, здесь можно менять разрешение, кастомное свое создавать, либо выбирать то, что здесь есть, или что-то еще дополнительно добавлять. У меня есть пару идей для следующей реализации, я попробую это сделать. Если будет круто, то поделюсь с тобой в следующем видео. Обязательно поставь лайк этому видео, потому что лайки меня мотивируют. Плюс мы с тобой договаривались, что если будет 500 лайков, я спалю другой инструмент, который тоже разработал и который использую для заработка денег. И также, кстати, мы зарабатываем деньги на арбитраже трафика. Мы получаем трафик из Pinterest, и у меня есть Boosty сообщество, где большое количество ребят автоматизируют Pinterest аккаунты и получают трафик. Этот трафик они монетизируют партнерскими программами. Кто-то продает свои курсы, инфопродукты, кто-то продает свои продукты, кто-то переливает трафик на свой телеграм-канал, тем самым зарабатывает там. А кто-то продвигает свой блог, делится там полезными знаниями или чем-либо и монетизирует. И Pinterest нам в этот сложный период позволяет получать бесплатный трафик. Не бесплатный, условно бесплатный трафик мы получаем, потому что там есть минимальные вложения на инструменты, но аккаунты мы создаем в большом количестве, и эти аккаунты раскручиваются, приносят трафик, и на этом трафике мы зарабатываем деньги. Если хочешь также изучить Pinterest, понять, что это за платформа, как с ней работать, у меня есть 14 пошаговых видеоуроков, которые я записал недавно. Они свежие, можешь их посмотреть. Для этого тебе достаточно подписаться на уровень Разбойники 2.0. У нас также есть сообщество Telegram. То есть после подписки у тебя будет доступ для вступления в Telegram-канал, и ты можешь там с нами общаться, задавать вопросы мне, ребятам. То есть у нас очень дружелюбная комьюнити, где ребята друг другу помогают, друг друга поддерживают, мотивируют своими доходами, то есть делятся, и это дает нам возможность развиваться вместе. Помимо этого всего, здесь суммарно 97 видео. Конечно, видео распределены на 2 уровня. Если ты хочешь посмотреть все видео, подписывайся на уровень Middle Creator, но если ты новичок и хочешь разобраться в Pinterest и в автоматизации, достаточно будет первого уровня Разбойники 2.0, где больше чем 60 видеоуроков, которые тебе будут доступны сразу после подписки, они у тебя открываются, и ты можешь эти видеоролики смотреть, изучать и применять. И также зарабатывать деньги, как это делаю я, как это делают участники нашего сообщества. Если тебе понравилось это видео, обязательно поставь лайк, не забудь написать свое мнение в комментариях и поделись с друзьями, потому что этот инструмент им тоже может быть полезен. Спасибо большое за внимание, с тобой был Ильнур Аббасов, ты был на канале Медиабайер.